الجيش السوري نفس الوحدة الوطنية. Сейчас активно идет перестрелка между пехотными подразделениями и боевиками. Танк поддерживает действия пехоты, обстреливая корпуса подконтрольные боевикам. Террористы из центра Джобра начали активно работать минометами. Вот мина бьет рядом с позициями сирийской армии. Корректировщики боевиков довольно четко наводят мины и попадания рядом с солдатами. Это заставляет торопиться, пока огонь не будет скорректирован точно. Танкисты получают задание поддержать пехоту. Под сложившейся крышей здания есть боевики. Они обстреливают пехотинцев, и танкисты должны подавить их сопротивление. Танк выдвигается вперед. Солдаты в школе сопровождают движение боевой машины пулеметным огнем, прикрывая бронетехнику. Танкисты наносят удар в стык между плит осколочно-фугасным снарядом. Зачистка произведена. Вредители под плитами выведены из строя. Сейчас, когда танк вышел на линию огня, прикрывать его со стороны бизнес-центра – задача для БМП-2. Позиция боевой машины пехоты хорошо замаскирована в здании офисного центра. Нанеся удар, танкисты начинают движение вперед на руины. Забравшись метра на 1,5 вперед, они навелись на цель, но битый кирпич – ненадежная опора. Боевая машина весом в 47 тонн оседает, и снаряд задевает переднюю плиту. Мину видел, рядом с солдатами упала. Надо узнать, не задело ли кого.
Среди этого нагромождения разбитых плит комфортно чувствуют себя снайпера боевиков. Чтобы вести огонь, им достаточно отверстия в 5-6 сантиметров. Они при этом невидимы, а значит практически неуязвимы. Танк снова взбирается на груду битого кирпича. В этот раз выстрел уходит точно в цель. Как только БМП-2 перестает работать, снова слышны щелчки пуль снайперов. Когда пули ударили рядом с нами, солдаты начинают беспокоиться по поводу сохранности корреспондента. Танк Т-55 разбивает позиции боевиков в бизнес-центре, находящийся рядом с нами. Действия этого экипажа координируются пехотинцами. Замечено движение боевиков под руинами корпуса школы слева. Танкисты решают задачу просто. Они подходят вплотную к зданию, направляют орудие под плиты и наносят удар. Там внизу, скорее всего, выход из подземного хода. Боевики оттуда постоянно пытаются стрелять по пехоте сирийской армии. Сейчас с дальних позиций танк Т-55 расстреливает бизнес-центр слева от нас. Боевики из этого здания перекрестным огнем пытаются поддержать атакуемых террористов в корпусах школы. Подавить их активности должен ветеран танковых войск, старенький Т-55. Еще один выстрел под плиты и отход. Пехотинцы начали движение на зачищенные танком позиции террористов. Сейчас пехотинцы входят под сложенную крышу. Они должны быть осторожны, так как неизвестно, уцелел ли подземный ход. Если уцелел, то в любой момент они могут напороться на боевика. При этом боевик будет находиться на заготовленной позиции, а пехотинцы будут открыты. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.